31 июля был убит глава политбюро террористической организации «Хамас» Исмаил Ания. Покушение произошло в столице Ирана, куда Ания прибыл на инаугурацию нового президента. Примерно в 2 часа ночи в комнате гостевого дома, где остановился Ания, произошел взрыв. Погибли 2 человека – сам Ания и его телохранитель Васим Абу Шаабан. При этом в соседних комнатах этого же здания жертв не было, покушение произошло ювелирно. Исполнители выявили местонахождение своей цели с точностью до метра. Для Исламской Республики Иран случившееся страшное оскорбление. Гость был убит у них дома. Над священной для мусульман-шиитов мечетью Джамкаран в иранском городе Кум поднялся красный флаг мести. И хоть на момент записи ролика никто не взял на себя ответственность за покушение на Анию, сомнений нет. Объект мести – это смертельный враг иранских аятолл – Израиль. Сейчас в Иране происходит задержание силовиков, подозреваемых как минимум в преступной халатности, а как максимум в пособничестве врагам. А все пытаются понять, как физически удалось уничтожить лидера Хамаса в центре Тегерана. Ведь Иран и Израиль не соседствуют друг с другом. От границ Израиля до Тегерана 1500 километров по прямой. Аналитики выдвигают 4 основные версии произошедшего. Разберем каждую. Версия первая. Ракетный удар, нанесенный ВВС Израиля. Для осуществления такого удара необходимо приблизиться к Тегерану на дистанцию пуска ракеты. Самый короткий путь для предполагаемого израильского самолета проходит через воздушное пространство Сирии и Ирака. Такой вариант маловероятен. ПВО этих стран, если бы не сбило самолет Израиля, то хотя бы засекла бы его. Менее рискованный маршрут – пролететь сначала над территорией Ливана. Ливан попроще. 30 июля, за день до убийства главы политбюро Хамаса, Израиль нанес в Ливане удар по другой террористической организации Хизболле. И причем убил там 2 человека в ней. Даже если бы израильский самолет был замечен в ливанском небе, кто бы догадался, что его цель находится в Тегеране. Далее путь должен пролегать через север Сирии, который не контролируется официальными властями. Из Сирии предполагаемый ракетоноситель мог бы залететь в Ирак, но в те районы, где живут курды. Там подконтрольные Багдаду средства обнаружения могли и не заметить израильский самолет. В совокупности это крюк длиною не менее 1800 километров с увесистой ракетой под фюзеляжем, которая не только много весит, но и ухудшает аэродинамические свойства самолета-носителя. А значит, требует повышенного расхода горючего. Даже дополнительных подвесных топливных баков не хватит. Для проведения такой операции нужна как минимум еще 1 машина – самолет-заправщик. А лучше 2, еще пригодится самолет радиоэлектронной борьбы. Ведь над севером Сирии израильтян могут засечь радары турецкой ПВО. Да и по характеру повреждения здания не особо похоже, что в него влетела ракета воздушного базирования. Фасад почти не пострадал. 2-3 самолета должны были преодолеть очень длинный и хитроумный путь, после чего один из них умудрился запустить ракеты прямо в открытое окно, не задев облицовку дома? Слишком много звезд должно было сойтись для такого, поэтому версия с авиаударом маловероятна. Вторая версия – применение противотанковой управляемой ракеты. Разузнав точнейший распорядок дня Исмаила Ании, вплоть до того, в какой конкретно комнате он будет находиться в заданное время, агенты должны были ночью приблизиться к цели на дистанции запуска ракеты из переносного противотанкового ракетного комплекса. Это максимум несколько километров, желательно не более 2. И в теории телевизионная система наведения позволяет попасть точно в дверной проем. Сложность в том, что противотанковую пусковую установку-то не нашли, похоже. Это означает, что агентам после отработки по цели надо было бы забрать ее с собой. Профессиональные киллеры после выполнения заказа стараются как можно скорее избавиться даже от пистолета. А тут надо уйти, прихватив с собой целый ПТРК, типа Спайк, который весит никак не меньше 10 килограмм. Еще пройти как-то или проехать с ним по Тегерану, выехать, куда-то его деть. Если в результате расследования выяснится, что Исмаила Анию устранили именно противотанковой ракетой, значит, убившие его спецслужбисты показали просто высший пилотаж, а иранские – выдающееся разгильдяйство. Сомнения в том, что израильские спецслужбисты настолько всесильны, а иранские настолько беспомощны, породили третью версию – удар беспилотником. Как вариант, к цели подлетел беспилотный летательный аппарат, являющийся носителем одного или нескольких дронов «Камикадзе», которые и навестили Анию прямо в комнате.
Потом беспилотник мог самоубиться где-нибудь в горах или в пустыне, где его никто никогда не найдет. Другой вопрос, откуда его запустили? Из Израиля или смогли протащить куда-нибудь поближе? Непонятно. Существует и четвертая версия – заранее заложенное взрывное устройство. Для многих аналитиков эта версия приоритетная. Для Тегерана самая неприятная. Осуществить такую операцию невозможно без предательства высокопоставленных иранских силовиков. Кто-то должен был слить информацию о предстоящих перемещениях высокого гостя, а кто-то заложить бомбу. Вероятно, в саму конструкцию здания, чтобы ее никто не нашел. Возможно, даже множество бомб в самых разных помещениях, чтобы где-нибудь доподловить жертву. Даже неизвестно, что хуже. Или израильтяне нашпиговали целое здание в Тегеране взрывчаткой, или как-то заблаговременно узнали, в какой именно комнате остановятся они. К слову, помимо варианта с радиоуправляемым устройством, рассматривается еще экзотическая версия, что у бомбы был искусственный интеллект, позволивший ей распознать мишень. Щекотливость ситуации не только в том, что израильтяне страшно оскорбили иранскую верхушку, убив их гостя. Израиль также показал, что даже в самом сердце Исламской Республики никто не может сказать «я в домике». Сегодня вражеская агентура избавилась от лидера Хамаса, а завтра, если посчитает нужным, что? Взорвет кого-нибудь из военно-политического руководства самого Ирана? Официальный Тегеран не может не отомстить Израилю за оскорбление. Но месть эта может оказаться ограниченной. Вот перегнешь палку, а вдруг израильтяне в ответ убьют самого высшего руководителя Ирана? Шутки про вездесущий Моссад внезапно перестали быть просто шутками. На момент подготовки ролика проиранская группировка Хизбалла уже нанесла удары по северу Израиля. Вернее, попыталась нанести. Система ПВО «Железный купол» перехватила выпущенные реактивные снаряды. Эти сообщения даже не попали на первые полосы мировых СМИ. И всем понятно, что это еще никакое не возмездие, а так, скорее, брошенная перчатка. Иранские официальные лица рвут и мечут. Пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канани пообещал, цитирую, «Чистая кровь Исмаила Они должна быть отомщена!» Парламент Исламской Республики выпустил заявление. Сионистский режим все больше увязает в трясине небытия. Но значимая часть иранских СМИ отмечает, в трясине скорее оказалась контрразведка Ирана. В Иране кое-кто еще может писать кое-что не до конца контролируемое. И многие авторы весьма откровенно пишут о вопиющем позоре силовиков, которые, напомню, проморгали спецоперацию в столице страны в момент инаугурации президента. Интернет-издание «Иранская дипломатия» отмечает, за последние годы были убиты и иранский генерал Касем Сулеймани, и один из руководителей иранской ядерной программы Мохсен Фахризаде, и несколько ведущих ученых-ядерщиков. Сулеймани погиб во время визита в Багдад в результате американского авиаудара. Фахризаде стал жертвой покушения уже в самом Иране. Добавим к этому еще чудовищный теракт, который в начале этого года в иранском городе Керман совершило исламское государство Вилаят Хорасан. Тоже провал, и провал унизительный, ведь в данном конкретном случае США предупредили Иран о готовящейся атаке. На момент подготовки ролика Тегеран еще обдумывает, когда и каким образом ответить Израилю. Иранские официальные лица так и говорят: мы совещаемся и обдумываем, как отомстить. Вариантов может быть несколько. Проиранская Хизбалла может нанести массированные удары из Ливана. В дело могут вступить йеменские хуситы, которые также ориентированы на Иран, правда находятся далеко. Могут включиться лояльные Ирану группировки, которые действуют в Сирии. Правда, последним может помешать президент Башар Асад. Он не то чтобы большой любитель Израиля, но ответный удар по сирийской территории ему точно совсем не в кассу. Даже есть сообщение, что армия Сирийской Арабской Республики получила приказ противодействовать попыткам иранских прокси атаковать Израиль из Сирии. В прошлый раз, когда Ирану нужно было демонстративно отомстить израильтянам, а это было сравнительно недавно, официальный Тегеран сделал все возможное, чтобы не нанести Израилю заметного ущерба. Иранская верхушка долго трясла кулаками, чтобы дать противнику время подготовиться. Иранские военные заранее рассказали, куда конкретно они намерены бить. И били в итоге в основном тихоходными дронами, которые летели в Израиль аж до 9 часов. В данном случае Тегеран, возможно, будет тянуть до 12 августа. В этот день в Израиле будет отмечаться одна из важнейших еврейских и религиозных дат – Тиша Б'Ав, 9 Ава. Это день разрушения первого и второго иерусалимских храмов. Удар в эту дату окажется, мягко говоря, не внезапным, зато символичным. Именно это и нужно иранским властям, чтобы сохранить лицо. При этом режим аятолл понимает,
Помощь в отражении воздушного нападения Израилю может оказать как соседняя Иордания, так и США. В регионе находятся американские корабли. Они могут сбивать угрожающие Израилю ракеты и дроны. И нанести ответный удар по Ирану дальнобойными средствами, если режим Аятолл перейдет черту. Многое говорит о том, что он ее не перейдет. Но гарантий нет никаких. Возможно все, вплоть до новой полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Поэтому будем следить за событиями и вам рассказывать. До завтра.